Всем привет, меня зовут Николай. Вот так примерно выглядит то место, где будут разворачиваться все наши события двух ночей. Первого, кого мы видим, собака. Собака Веня. Тут следует барсук. 2:45. Сентябрь месяц. В 4 часа приходит енотовидная собака. Пометила. Ходит присматриваться к яблокам. В этом году яблок было мало. Пошла. Возможно, возьмет яблоко в другом месте. Через некоторое время вернулась. Понравилось одно яблоко. Но вот передних клыков у нее нету. Она кусает только, как я вот вижу, задними резцами. Или клыки это называются задние. Видите? Передними она никак не может съесть. Самцы вырастают до 6 килограммов, самки до 5 килограммов. 5:35. Опять приходит. Собака всеядная. Енотовидная собака называется еще уссурийская лиса. Она была завезена в начале 30-х годов на европейскую часть территории Советского Союза. Еще ее называют енотка. Тут откуда ни возьмись появился кот. 6 часов утра. На этом в начале субботы больше никакого движения не было. Камера не запечатлела Собака. ничего. Следующий вечер, 9 часов вечера, возвращаюсь из гостей. Увидел собаку. Так, сейчас я не вижу. Но я вот установил здесь фотоловушку. То есть они обязательно придут сюда. Где-то за кучей. Вот фотоловушка стоит. Вот яблоки. Сейчас только видел 2 собак. У них глаза светятся. Вот. Вот глаза светятся, если кто видит. О. Левее кучи. Вот она. Левее кучи. Смотрит на меня. Все, в лес побежала. Так. Хвост пушистый такой. Прицеп. Вот она. Ой, так она тут не одна, он прямо за кучей еще одна стоит. Вот, види. Да такое впечатление, как барсук такой. Ест яблоки. Вот. Вот глаза светятся. Но это барсук, по-моему. Точно барсук. А там за кучей что? Убежала. О, и там светится. Вот только глаза светятся. Пришли за яблоками. Все, пошла в кусты. Боится. Но это собака, а тут был барсук. С такими полосками. Вот она стоит. Ага, вот так глаза
Глаза сверкают. Смотрит на меня. Да, он идет даже ко мне. Ни хрена себе, я бы не хотел с ней. У них там что угодно. О, побежал. Да. Так, это енотка была. А там был барсук. Потому что такие полосы. Уф. Так. Ладно. Вот моя фотоловушка. Вот дом там вдалеке. Ладно, завтра посмотрим, что и как тут. Да, похоже, тут барсук ходит. Енотовидная собака вернулась сразу же после меня. Вот она ходит уже на яблоках. Ареал обитания енотовидной собаки — это Дальний Восток, Корея, Япония, Китай. В 30-х годах переселили ее на европейскую часть из-за меха. Енотовидные собаки, также известные как тануки или японская енотовидная собака, не являются енотами. Они являются членами семейства псовых, собачьих. Енотовидная собака питается растительной пищей. Летом мышевидными грызунами, птицами, их яйцами, лягушками, жуками, осенью зерном овса, ягодами, опавшими плодами и так далее. Не брезгуют падалью, снулой рыбой, пищевыми отбросами. В естественных условиях енотовидные собаки живут около 4 лет, в условиях неволи до 11. Укус енотовидной собаки отличается неровными краями и может повреждать сосуды, сухожилия. Енотовидные собаки, как волки, шакалы и прочие виды диких зверей, в большей степени заболевают вирусом бешенства. Животные держатся в стаях, жизнь зверей сопровождается борьбой и укусами. Енотовидные собаки немного крупнее енотов. Их длина может достигать 80 см. Вес примерно такой же, редко он превышает 10 кг. Визуально отличаются от енотов более коренастым тельцем и более короткими лапами. Гон у енотовидной собаки обычно начинается в конце февраля и продолжается 15-20 дней. Конкретные сроки зависят от географической зоны и погодных условий. После гона самец не оставляет самку. Беременность длится 60-60. Главное отличие енота от енотовидной собаки состоит в том, что еноты являются древесными животными. Их лапки похожи на руки человека и хорошо приспособлены для лазания. Енотовидная собака — наземное животное, и лапы устроены как собака. В случае опасности енотовидная собака предпочитает не драться, а затаиваться, притворяясь мертвой. Иногда это ей помогает избежать гибели, но часто является ее последним маневром. В Беларусь первые 100 енотовидных собак попали в 1936 году. Они хорошо прижились и уже через 16 лет встречались по всей стране. Сегодня у нас больше 15 тысяч енотовидных. Для человека енотовидная собака не опасна. Правда, она, как и другие псовые, является переносчиком бешенства. Если животное ведет себя агрессивно, вместо того, чтобы скрыться, идет прямо к вам, оно явно больное. Енотовидная собака — единственное животное семейства псовых, залегающее в зимнюю спячку. Сон ее длится с декабря по март, но периодически прерывается в дни оттепелей. Когда зима выдается теплой, эта собака не засыпает, а прячется в убежище исключительно в период редких морозов и метелей. Продолжительность жизни енотовидной собаки зависит от питания, перенесенных заболеваний и условий обитания. Для тех, кто решил завести это необычное животное, лучше отнеситесь к вопросу серьезно и с большей ответственностью,
взяв в дом не взрослого зверя, а маленького щенка, которым смог бы быстро привыкнуть к неестественным для него условиям. Но на свободу такое животное выпускать уже нельзя. Привыкнув к людям, оно будет к ним стремиться и станет легкой добычей охотников. Животное требует уличного содержания, а в квартире от него может плохо пахнуть, питомцу будет неуютно и жарко. В некоторых случаях животные могут становиться носителями вируса бешенства, поэтому нужно быть с ними крайне осторожно и регулярно показывать ветеринару. Купить енотовидную собаку возможно в питомнике, где их взращивают с рождения, вскармливают сотрудники, и они полностью доверяют человеку. Часто животные там общаются с детьми и бывают совершенно ручными. Считается, что интеллект енотовидной собаки ниже, чем у других псовых, поэтому зверь плохо поддается обучению и дрессировке. Животное енотовидная собака занесено в Международную Красную книгу, аналогичный природоохранный документ Российской Федерации, но не Республики Беларусь. Кроме того, вид находится под особой законодательной защитой на территории иностранных государств, например, Литвы, Украины, а также в нескольких российских регионах. Благодаря принятым мерам численность популяции енотовидной собаки сегодня не вызывает волнения, поэтому животное можно запросто встретить в дикой природе. В Республике Беларусь насчитывается 15 тысяч особей. К зиме енотовидные собаки откармливаются так, что их масса увеличивается на 2 килограмма и более, и залегают в спячку. В выборе жилья она неприхотлива. Убежищами ей обычно служат норы барсуков и лисиц, зачастую жилые, реже вырытые самостоятельно, а также ниши среди корней деревьев, расщелины скал. Вторая ночь на съемке была достаточно продуктивной. Камера записала около 40 файлов. Желаю всем приятного просмотра.